Как снять старые обои. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Как снять старые обои со стены быстро и эффективно? Планируете капитальный или косметический ремонт и не знаете, как отодрать старые обои от стены перед наклеиванием новых? Для этого придумано немало методик. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее простыми и эффективными. Это предварительное увлажнение или отпаривание обоев, а также использование специального химического средства. Нужно просто правильно выбрать способ с учетом материала обоев. Удаление старых обоев – обязательная процедура, если вы хотите, чтобы новые держались прочно и долго. В зависимости от типа материала и основания, процесс может быть простым и легким, а может потребовать значительных усилий. В любом случае, начать нужно с правильной подготовки помещения к работе. Демонтаж старых обоев не получится выполнить без пыли и грязи. При снятии листов будут отлетать кусочки старой краски, шпатлевки и штукатурки, обрывки бумаги. Поэтому необходимо заранее подумать о сохранности напольного покрытия, мебели и вещей. Подготовка помещения включает в себя следующие меры. Мебель по возможности нужно вынести из комнаты, оставшуюся сдвинуть в центр и хорошо укрыть пленкой. На пол следует расстелить пленку, а сверху желательно положить газеты, чтобы покрытие не было таким скользким. Плинтуса также закрываются пленкой. Шторы и любой другой текстиль нужно снять и убрать из помещения. Межкомнатные двери оборачиваются пленкой, чтобы она не слетала, можно закрепить ее скотчем. Возле дверей на входе нужно положить мокрую тряпку, которая будет задерживать грязь и пыль. Чтобы обеспечить безопасность работ в помещении, необходимо полностью отключить электроэнергию. Розетки и выключатели заклеиваются малярным скотчем, а люстра оборачивается пленкой. Если предполагается снятие старых обоев с потолка, то люстру лучше демонтировать, а оголенные провода изолировать. Подключать электричество стоит лишь после полного высыхания новых обоев в помещении. Некоторые пренебрегают отключением электричества при очистке старых и наклеивании новых обоев, надеясь на авось. Ни в коем случае не стоит этого делать. Большое количество влаги на стенах может спровоцировать удар током или короткое замыкание. Для снятия старых обоев вам потребуются соответствующие инструменты. При использовании тех или иных методик инвентарь может отличаться в зависимости от материала обоев и типа основания. Общий список будет таким. Шпатели разных размеров, желательно с острыми краями. Обойный тигр, игольчатый валик или канцелярский нож. Щетка с металлическим ворсом. Малярный валик, губки, ветошь. Ведро теплой воды. Моющее средство для посуды. Веник, совок, мусорные пакеты. Жидкость для удаления обоев. Пароочиститель или утюг с функцией отпаривания, либо обычный утюг с отрезом ткани, например, старая простыня. Лестница-стремянка или другая надежная подставка для работы на высоте. Средства личной защиты, перчатки, очки, головной убор. Рабочая одежда. Основные способы снятия старых обоев. В настоящее время придумано немало эффективных методов удаления обоев, в зависимости от материала их изготовления и типа основания. Рассмотрим методики, применяемые наиболее часто. Сухой метод. Это самый простой способ, для которого достаточно иметь в распоряжении шпатель с острыми краями, но работает он обычно только с достаточно старыми обоями, которые сами неплохо отходят от стены. Если последний ремонт квартиры выполнялся больше 5-7 лет назад, то можно попробовать начать с этой методики. Суть способа проста. Подцепляете сверху полотно краями острого шпателя и тянете вниз. Тянуть следует аккуратно, стараясь не рвать полотно, а отделять приставшие кусочки полотна от стены шпателем. Влажный метод. Путем смачивания полотен водой зачастую удается без особого труда снимать бумажные, флизелиновые или виниловые обои. Для работы потребуется ведро теплой воды, средства для мытья посуды, поролоновый валик или губка, шпатель и канцелярский нож. Пошаговый алгоритм. В ведро с водой нужно добавить немного средства для мытья посуды и хорошо перемешать. С помощью валика или губки намочить как следует несколько полотен обоев. Примерно через 7-20 минут, в зависимости от материала, когда обои размякнут, последовательно снять полотна. Для этого просто их цепляем в месте стыка шпателем или ножом. Очищаем стену от остатков с помощью ножа или шпателя. Паровой метод. Этот способ сложнее, но он дает возможность без особого труда удалить фактически любые обои. Особенно полезным здесь будет наличие пароочистителя. Если такой инструмент отсутствует, то можно воспользоваться утюгом с функцией отпаривания или простым утюгом и отрезом ХБ материи.
Плюс к этому понадобится игольчатый валик или обойный тигр, строительный шпатель. Пошаговый алгоритм. Перфорируем обои на стенах игольчатым валиком или обойным тигром. В их отсутствии можно воспользоваться канцелярским ножом. Обрабатываем полотна паром от пароочистителя или утюга. Если есть только обычный утюг, то 2-3 раза проглаживаем на максимальной мощности влажную простынь, прислоненную к стене. После обработки сразу же снимаем полотна, цепляя их шпателем. Химический метод. Прочно сидящие обои подчас бывает сложно удалить привычными техниками. В такой ситуации приходят на помощь специальные химические средства для снятия старых обоев. Подобные растворы можно без труда приобрести в строительных магазинах. Это хороший способ для бумажных, моющихся, флизелиновых или текстильных обоев. Пошаговый алгоритм. Разводим раствор по инструкции, проходим обои игольчатым валиком или обойным тигром, либо перфорируя их ножом. Наносим раствор на стены с помощью валика или губки, используя перчатки и другие средства защиты. Ждем положенное по инструкции время, достаточное для пропитки обоев. Снимаем полотна одно за другим, подцепляя их шпателем. Химический метод позволяет справиться почти с любыми обоями, особенно если у вас нет под рукой пароочистителя или парового утюга. Как снимать различные виды обоев? Выбирая метод демонтажа старых обоев, нужно учитывать их материал изготовления. Рассмотрим особенности удаления обоев из разных материалов. Бумажные. Обои обычно снимаются более-менее легко, если приклеены на традиционный универсальный клей. Можно попробовать снять сухим методом с помощью шпателя, если не получается, воспользоваться влажным или паровым способом. Моющиеся. Поскольку полотна не пропускают влагу, нужно их предварительно перфорировать с помощью игольчатого валика или обойного тигра, а затем снять с помощью специального химического средства. Флизелиновые. Обои являются двухслойными и зачастую легко удаляется только второй верхний слой, поэтому лучше сразу удалять их с помощью пара или жидкости для снятия обоев. Виниловые, как правило, неплохо снимаются, если намочить их водой и дать пропитаться 20-25 минут. Стеклообои. Для демонтажа следует перфорировать валиком, тигром или ножом и хорошенько намочить водой минут на 30-40 или снять с помощью специализированного раствора. Жидкие. Такие обои без труда снимаются с помощью воды, размокшее покрытие легко удаляется. Проблемными могут стать любые обои, приклеенные на бустилат или клей ПВА. Если отпаривание или химический метод не помогают, то придется сдирать листы металлической щеткой, шпателем и скребком. Хорошим вариантом здесь станет шлифовальная машинка и насадки, оснащенные наждачной бумагой. Как удалять обои с различных типов поверхностей? Снимая старые обои, необходимо учитывать материал основания, иначе можно повредить поверхность стены и добавить себе забот в будущем по ее выравниванию. В зависимости от типа поверхности желательно использовать следующие методики. Бетон. Это самый простой и удобный вариант. Снимать обои можно любым способом. В зависимости от материала полотен подойдет и сухой, и влажный, и паровой, и химический метод. Бетон не боится перепадов температуры и влаги, механических повреждений. Штукатурка. Если планируется только косметический ремонт кухни, гостиной или другого помещения, то со штукатурки снимать обои стоит более аккуратно, чем с бетона. Желательно постараться, чтобы механические повреждения от шпателя затрагивали только верхний шпатлеванный слой. Идеальный вариант – отпаривания или средства для снятия обоев. Хотя можно попробовать и обычное увлажнение. Гипсокартон. Избыточная влага здесь не приветствуется, даже если это влагоустойчивый гипсокартон. Очень важно сохранить целую картонную основу, поэтому работать нужно крайне аккуратно. Подходит либо паровой способ, либо сухой, но так, чтобы шпатель или нож не повредил картонное покрытие. Древесные плиты и фанера. Если деревянные поверхности до оклеивания обоями не окрашивались, то влажный способ не подойдет. Нужно использовать либо обработку стен паром, либо состав для снятия обоев, либо обычный сухой способ. Как отодрать обои от стены? Полезные советы. Предлагаем вам полезную информацию, которая поможет правильно удалить старые обои, приложив минимум усилий. Начинайте увлажнять обои сверху вниз. В том же направлении следует снимать листы. Процесс отпаривания выполняется в обратном направлении, снизу вверх. Если увлажнение не помогает, можно попробовать нанести на стены обойный клей. При этом его следует сделать немного более густым, чем положено по инструкции. Работая с пароочистителем или паровым утюгом, используйте средства защиты для рук и лица, а также не забывайте проветривать помещение. Если снимаете обои с потолка, обязательно применяйте защитные очки и головной убор.
Чтобы не повредить натяжной потолок, снимая обои, используйте очень широкий шпатель. Его нужно поставить вдоль линии соприкосновения натяжного полотна с обоями. Применяя большой шпатель как линейку, вдоль него ножом или обычным шпателем подцепляйте листы. Перед наклеиванием новых обоев будет полезно подготовленную поверхность обработать антисептическим составом против грибка и плесени. Иногда, отчаявшись снять старые обои, принимают решение клеить новые прямо на них. Это очень плохая идея. Во-первых, рельеф и цвет старых обоев может проявиться через новое покрытие. И во-вторых, чаще всего в процессе наклеивания новых старые обои начинают отходить от стены. В лучшем случае это оборачивается некрасивыми пузырями на стенах, в худшем свежие листы постепенно начинают отваливаться. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.